ВВС США представили новый бомбардировщик Б-21 Рейдер. Недавно в Соединенных Штатах Америки состоялось знаменательное событие. Впервые за последние 30 лет публике был представлен новый стратегический бомбардировщик. Речь идет о B-21 Рейдер, который призван стать ключевым элементом в арсенале ВВС США. Сегодня я расскажу вам все о новом бомбардировщике, что мне удалось о нем собрать. Поехали! Презентация Б-21 Рейдер. В декабре 2022 года в городе Палмдейл, штат Калифорния, состоялся долгожданный показ прототипа новейшего стратегического бомбардировщика Б-21. Ожидается, что в ближайшие годы Пентагон приобретет не менее 100 таких самолетов, каждый из которых обойдется американским ВВС в сумму около $700 миллионов. Разработчики уже называют эту машину первым в мире представителем 6-го поколения реактивных боевых самолетов, оснащенным технологиями малозаметности. Согласно заявлениям создателей, B-21 построен с применением стелс-технологий, что делает его серьезной угрозой для любого потенциального противника. Этот самолет способен незаметно преодолевать огромные расстояния, обходя системы ПВО, наносить удары по целям и возвращаться на базу с минимальным риском перехвата. Особенно примечательно, что B-21 станет второй стелс-машиной в арсенале стратегической авиации США. Первый подобный самолет, B-2 Spirit, похоже, близок к завершению своего срока службы в роли носителя ядерного и неядерного вооружения и вскоре может отправиться на пенсию в музей. Испытательные полеты нового бомбардировщика, выполненного по схеме летающего крыла с использованием стелс-технологий, проводились в ноябре 2023 года на засекреченном заводе 42, находящемся в ведении ВВС США. Сообщается, что свидетели заметили необычную машину около 7 часов утра. ВВС США не анонсировали заранее первый испытательный полет Б-21, однако группа энтузиастов авиации и любителей фотографии все же смогла узнать о нем и прибыть на место вовремя. Вехи развития и история создания. Окунемся ненадолго в историю стратегической авиации и создания нового американского бомбардировщика. В частности, обладание стратегическими бомбардировщиками можно считать одним из индикаторов глобальных амбиций государства. Сегодня такими машинами располагают США и Россия, как наследница СССР. Тогда как Китай активно стремится наверстать упущенное, прилагая колоссальные усилия для создания собственных образцов. Вопрос о целесообразности наличия стратегических бомбардировщиков регулярно поднимается экспертами. С одной стороны, межконтинентальные баллистические ракеты значительно ускорили процесс доставки ядерных зарядов, но с другой, бурное развитие систем противовоздушной обороны, таких как зенитно-ракетные комплексы, поставило под вопрос эффективность традиционных самолетов. Однако ситуация изменилась с появлением стратегических крылатых ракет, которые предоставили бомбардировщикам возможность атаковать цели издалека, минуя опасные зоны ПВО. Это увеличило их боевую ценность, хотя проблема преодоления воздушной обороны оставалась актуальной. Именно поэтому как СССР, так и США параллельно разработали принципиально новые модели стратегических бомбардировщиков Ту-160 и Б-1Б, оба с изменяемой геометрией крыла. Но даже несмотря на инновационность, шансы на выживание этих машин в условиях современной ПВО оставались ограниченными, и они в основном использовались как носители крылатых ракет. При этом эксплуатация и обслуживание этих самолетов оказались гораздо дороже, чем у их предшественников, таких как Ту-95 и Би-52. После распада Советского Союза создание новых машин было приостановлено, тогда как американцы сконцентрировались на разработке технологий снижения заметности, что привело к созданию самого дорогостоящего самолета в истории — B-2 Spirit от Northrop Grumman. Один экземпляр B-2 стоил свыше $2,3 миллиарда. Концепция сверхмалозаметного стратегического бомбардировщика оказалась настолько успешной, что его наследник Б-21 Рейдер продолжает линию развития технологий невидимости. Контракт на производство 100 таких самолетов был подписан с Northrop Grumman в 2015 и проект оценивается в $80 миллиардов. Разработка завершилась в 2019, а сборка первых экземпляров началась на заводе ВВС номер 42 в Палмдейле, Калифорния. К 2022 на различных этапах сборки находилось сразу 6 машин, а вот в строй намечен на период с 2025 по 2027 год. Что известно о B-21 Raider? Новый стратегический бомбардировщик, предназначенный для транспортировки как обычного, так и ядерного вооружения, проходил летные испытания в 2024, сообщила представитель ВВС США Энн Стефанек. По ее словам, испытания проводились 412-м испытательным крылом воздушных сил США, где за тестирование отвечают специалисты 419-й испытательной эскадрильи. Для создания этих самолетов были задействованы компоненты, поставляемые более чем 400 подрядчиками из 40 штатов США. ВВС США намерены приобрести минимум 100 единиц Б-21 по цене
цене около 750 миллионов долларов за каждую. Количество заказанных самолетов может достигнуть 200 единиц. Производитель, корпорация Northrop Grumman, утверждает, что B-21 принадлежит к 6-му поколению авиатехники благодаря своим возможностям взаимодействовать с другими самолетами и адаптироваться под новое вооружение. Помимо этого, на B-21 применяется усовершенствованный защитный материал, снижающий эксплуатационные расходы. На военном деле, как нигде, важны стратегия и соблюдение правил. Но если вы попали в ДТП в Америке и не знаете, что делать дальше, куда обращаться за помощью, где найти грамотного юриста, как получить компенсацию, если у вас нет страховки. Компания ДП Америка помогла получить компенсации на 21 миллион для своих клиентов. Здесь вам точно ответят на все интересующие вас вопросы. Ссылка в описании. Технические характеристики. Технические характеристики нового бомбардировщика официально не раскрываются, поэтому мне пришлось собирать информацию буквально по крупицам. B-21 Raider — это американский стратегический бомбардировщик 4-го поколения, обладающий высокой степенью скрытности. Особая конструкция фюзеляжа рассеивает сигналы радаров, делая его сложной целью для систем ПВО. Это позволяет применять самолет как на дальних рубежах, так и вблизи позиций противника. Технические характеристики включают в себя размах крыльев 164 фута, длина 65,5 футов, высота 16 футов. Крейсерская скорость составляет 466 миль в час, максимальная 627 миль в час. Высота полета может достигать 49 212 футов, а дальность 6835 миль. Стоимость одного самолета оценивается в 500 миллионов долларов. Бомбардировщик также имеет оборудование для применения гиперзвуковых вооружений различного радиуса действия. B-21 Raider сконструирован по схеме летающего крыла, хотя внешне он напоминает предшественника B-2 Spirit. Его конструкция значительно отличается, что улучшает показатели малозаметности. Фюзеляж изготовлен из композитных материалов с противорадиолокационным покрытием. Показатель эффективной площади рассеяния у B-21 на 20% меньше, чем у B-2. Фюзеляж Raider имеет характерную четырехлепестковую форму, а его бомбовая нагрузка превышает показатели B-2. Особенностью стратегического бомбардировщика B-21 Raider является его оснащенность сетицентрической системой управления, что делает его пионером среди самолетов предыдущих поколений. Обычно такая функция присуща машинам 6-го поколения, что подчеркивает инновационный подход разработчиков. Трудности производства. Многое о B-21 было заявлено на уровне громких утверждений, но стоит отметить, что в США все же умеют создавать грозное оружие высокого класса. Однако, если углубиться в детали, то возникает немало вопросов. Прежде всего, нет ясности по поводу силовой установки для нового бомбардировщика. Изначально планировалось оснащение самолетов двигателями F-135 от компании Pratt & Whitney, которые уже установлены на истребителях F-35. Однако позже внимание было перенаправлено на XA-101, но Конгресс приостановил решение по выделению средств для серийного производства марки этих двигателей. Что касается гиперзвуковых ракет, которые планируется использовать в качестве боевой нагрузки для B-21, ситуация не выглядит менее сложной. В 2022 США смогли испытать ракеты AGM-183 AARRV, которые официально относятся к гиперзвуковым, но на практике их скорость стабильно не превышает 5 махов на тестах. Вдобавок им предстоит доработка, и это может вызвать дополнительные трудности. И хотя испытания уже прошли, разработчикам предстоит решить множество задач, пройти полный цикл доводок, чтобы запустить серийное производство B-21 к 2026-2027 годам. Серийный вызов. В 2021 Пентагон объявил о планах закупки 149 единиц B-21, что практически соответствует численности всей современной стратегической авиации США. В данный момент в распоряжении американских ВВС находится 20 бомбардировщиков «Стелс» B-2, 60 самолетов с изменяемой стреловидностью крыла B-1B и 70 старичков B-52H, которые в ближайшие годы планируется модернизировать, заменив двигатели. Учитывая, что старые модели в ближайшее время не будут выводиться из эксплуатации, общая численность стратегической авиации США, включая новые B-21, может превысить 200 самолетов. Появление такого количества современных ударных единиц без сомнения привлечет внимание главных военных соперников США. Появление B-21 Raider будет таким же революционным, как дебют бомбардировщика-невидимки B-2 в 1989 году. Это событие, безусловно, станет важным этапом в эволюции стратегической авиации и откроет новую главу в развитии боевой авиации. Первая закупка.
Министерство обороны США объявило о заключении контракта с корпорацией Northrop Grumman на производство первой партии стратегического бомбардировщика шестого поколения B-21 Raider. В Пентагоне уверены, что ускоренное производство и развертывание новых систем позволят США обеспечить надежное сдерживание своих противников. B-21 Raider — это стратегический бомбардировщик, способный нести как обычное, так и ядерное оружие. По утверждениям Пентагона, он обладает непревзойденной малозаметностью и повышенной выживаемостью, что делает его практически неуязвимым для самых современных систем ПВО. О заключении контракта Пентагона с Northrop Grumman первыми сообщили агентство Bloomberg и портал Breaking Defense. Заместитель министра обороны США по закупкам и обеспечению Уильям Лапланте отметил: опираясь на результаты наземных и летных испытаний, а также тщательно проработанные планы команды Northrop Grumman, я дал разрешение на начало производства первой партии B-21. Он подчеркнул, что одной из ключевых особенностей программы является способность быстро переходить от проектирования к массовому производству. Это должно обеспечить надежное сдерживание противников. Без активного производства и развертывания новых вооружений их потенциал не будет иметь значения, добавил Лапланте. Информацию о сумме контракта, объемах производства и графике поставок Пентагон не раскрыл. То же самое сделала и компания Northrop Grumman. В корпорации лишь подтвердили, что B-21 успешно прошел базовые летные испытания и был запущен в серийное производство. Как первый в мире самолет шестого поколения, B-21 закладывает основу для будущей воздушной мощи США, открывая новую эру возможностей и гибкости благодаря интеграции передовых данных, сенсоров и оружия, а также быстрой модернизации для опережения развивающихся угроз, заявили представители компании. Из публикаций американских СМИ известно о 2 полетах стратегического бомбардировщика B-21 Raider. 10 ноября 2023 года он был переведен с заводского аэродрома в Палмдейле на военную базу Эдвардс в Калифорнии, где 17 января 2024 года прошел тестовый полет. До этого США представляли новый бомбардировщик еще в период Холодной войны, когда был представлен B-2 Spirit в 1988 году. Компания Northrop Grumman уже произвела 6 экземпляров B-21. ВВС США планируют закупить как минимум 100 таких бомбардировщиков и ввести их в эксплуатацию в середине 2020-х годов. Как я уже говорил, B-21 Raider пришел на смену другому стратегическому бомбардировщику B-2 Spirit, поэтому далее я решил немного рассказать о нем. Предшественник B-2 Spirit. Spirit — это американский тяжелый стратегический бомбардировщик, который был также разработан компанией Northrop Grumman. Он стал первым современным серийным тяжелым самолетом, выполненным по схеме «летающее крыло». Основное предназначение B-2 — это преодоление плотных систем противовоздушной обороны и доставка как обычных, так и ядерных боезарядов. История создания B-2 началась в 70-х годах прошлого века после отмены программы серийного производства бомбардировщиков B-1A. В ответ на эту отмену ВВС США сформулировали техническое задание для разработки малозаметного стратегического бомбардировщика. На это задание откликнулись крупнейшие американские авиастроительные компании, включая Boeing, Lockheed, Northrop, Rockwell и McDonnell Douglas. В результате предварительного отбора для дальнейшей работы были выбраны проекты Lockheed и Northrop, оба выполненные по схеме «летающее крыло». Однако проект Lockheed не полностью отвечал всем требованиям ВВС и также не был самым подходящим вариантом в качестве производителя, так как компания уже была занята производством стелс-ударного самолета F-117. В связи с этим предпочтение было отдано на Northrop, которая уже имела опыт в разработке самолетов по такой схеме. В 1981 был подписан контракт на создание бомбардировщика-невидимки, получившего кодовое название ATB. Первые полеты B-2 Spirit состоялись в 1989 году, а производство было завершено в 1999 году. При проектировании B-2 использовались передовые технологии малой заметности. Самолет был выполнен по схеме «летающее крыло». Его сопла имели плоскую форму, что способствовало быстрому охлаждению раскаленного воздуха. Планер был покрыт специальным радиопоглощающим покрытием, изготовленным из композитных материалов на основе карбона и графита. Конструкция бомбардировщика. B-2 Spirit — это четырехмоторный дозвуковой стратегический бомбардировщик, где фюзеляж в традиционном понимании заменен центропланом крыла. В передней части центроплана расположена двухместная кабина экипажа, а за ней находится отсек с авионикой.
Самолет отличался высоким уровнем автоматизации, что объясняется тем, что экипаж состоял всего из 2 человек. Для их комфорта были предусмотрены камбуз, койка и туалет. Двигатели Б-2 расположены глубоко в корпусе самолета, а воздух подается к каждой паре через S-образные каналы. Часть воздуха используется не для питания двигателей, а для охлаждения выхлопных газов, что позволяет значительно снизить тепловую сигнатуру самолета. Топливные баки размещены в крыльях и центроплане, что способствует улучшению баланса и увеличению дальности полета. Эксплуатация. Б-2, в свою очередь, был задуман как полная замена устаревших Б-52 Stratofortress, которые, как известно, до сих пор состоят на вооружении США. В рамках программы АТБ ВВС США планировали закупить более 130 этих бомбардировщиков, однако из-за ряда факторов этого не произошло. Огромная стоимость проекта, которая по разным данным составила около 20 миллиардов долларов только на исследовательские и проектные работы, а также распад главного противника США, СССР, сыграли свою роль в сокращении программы. Кроме того, произошел инцидент, который мог бы полностью остановить программу Б-2. После объединения Германии и США получили советский МиГ-29, и во время одного из испытательных полетов было установлено, что радар советского истребителя может обнаружить Б-2 даже на фоне Земли. Информация о том, что советский самолет может легко сбить Б-2, быстро стала известна в прессе и вызвала серьезный скандал. По состоянию на 2024 год в ВВС США оставались 19 бомбардировщиков Б-2 Spirit. Общая стоимость программы составила более 44 миллиардов долларов по ценам 2004 года. Изначально стоимость одного самолета составляла около 530 миллионов долларов, однако позже она превысила 1 миллиард долларов за единицу. В период с 1987 по 2000 годы был построен 21 самолет, включая опытный образец. Самолеты Б-2 были размещены на базе Уайтмен в штате Миссури, где располагалась 509-я бомбардировочная авиакрыло. Это именно те самолеты, которые сбросили атомные бомбы на Хиросиму и Нагасаки в 1945 году. Для обслуживания этих дорогих самолетов на базе была построена специализированная инфраструктура, включающая ангары с системой кондиционирования и средствами пожаротушения. При строительстве ангаров использовались радиопоглощающие и композитные материалы, чтобы защитить самолет от воздействия внешней среды, а также ультрафиолетовых лучей, которые негативно влияют на покрытие планера. Аварии и катастрофы. Согласно официальным данным США, к 2010 году произошел только один инцидент с потерей бомбардировщика Б-2 в небоевой обстановке. 23 февраля 2008 года самолет Б-2 с серийным номером 890127, известный как «Дух Канзаса», потерпел крушение возле острова Гуам на американской военной базе Андерсон. Это был первый случай крушения этого типа самолета. Оба пилота успели катапультироваться. После аварии полеты всех Б-2 были приостановлены, однако в конце апреля 2008 года воздушные суда этого типа снова начали выполнять полеты. Комиссия по расследованию инцидента установила, что причиной катастрофы стало нарушение со стороны наземного персонала, который не включил обогрев приемника воздушного давления, что привело к накоплению конденсата. Это вызвало искажение показателей скорости, в результате чего система управления самолета преждевременно дала команду на отрыв от земли. Действия экипажа признаны правильными, отклонений в работе бортовых систем не было выявлено. Моделирование ситуации на тренажере показало, что спасение самолета было невозможно. В феврале 2010 года еще один Б-2 с серийным номером 880332, получивший название «Дух Вашингтона», серьезно пострадал из-за возгорания в моторном отсеке во время запуска двигателей на той же базе Андерсон. Поврежденный самолет находился на ремонте почти 4 года и снова поднялся в воздух только 16 декабря 2013 года. Стоимость восстановительных работ составила более 105 миллионов долларов. Б-2 Spirit и его последователь Би-21 играют ключевую роль в стратегической безопасности США, значительно укрепляя их позиции в сфере ядерного сдерживания и глобальной проекции силы. С применением новейших технологий и тактических возможностей бомбардировщик Би-21 Raider открывает новую эру для развития американских воздушных сил, обеспечивая прочный фундамент для будущих операций и укрепляя способность страны к быстрому реагированию на вызовы мировой безопасности. На сегодня это все. Всем пока.